Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодняшний наш представитель – это сорт Амалия Элеганс. Это 4-й и самый, как мы считаем, сложный в плане пересадки кустик, любезно предоставленный нам одной из наших хороших знакомых. Ну, ничего сложного, я считаю, здесь нет. И с этой проблемой мы справимся. Кстати, вот вы не переживайте. Все растения, которые отделены и с воздушными корнями, и с обрезанными длинными корнями, все это растет, все это развивается, никаких сложностей в этом нет. Главное создать условия. Так что поможем им этому растению. Это самый запущенный куст из всей нашей 4-ки. Стоит только обратить на листья внимание, и сразу становится понятно, что на данный момент у этого растения проблемы с корневой системой. Также наблюдается нехватка питательных веществ и нехватка влажности, недостаток влажности. Обратите внимание на молодые листочки, они деформированные. Здесь у нас подсохшие. Это тоже говорит о нехватке питания и нехватке влажности. Ну, кстати, о каком питании можно было говорить, если хозяйка особого внимания этому растению, мы так понимаем, не уделяла. Но даже если она его подкармливала, то тогда, когда у растения проблемы с корневой системой, это вот именно тот случай, когда подкормки идут не во благо, а во вред. То есть это еще хуже. Смотрим теперь на само растение в плане пересадки и омоложения. Обратите внимание, у растения длинный ствол. И сверху куча деток. Если сейчас оставить растение в таком состоянии, в котором оно сейчас находится, то через какое-то время этот стволик может просто обломиться. И вся эта вот масса, она просто упадет. То есть, когда растение пошло в ствол, начало расти, хозяйке надо было сразу обратить внимание, если растение идет в ствол, а наверху вот такая шапка деток, надо растение углублять. То есть, если бы она изначально углубила растение и подсыпала грунт, ну вот примерно вот так, то вот эти вот корешки уже бы были длинные, хорошие, и мы бы смогли спокойно отделить этих деточек, и они бы уже росли как самостоятельные взрослые растения. На данный момент мы имеем то, что мы имеем. Надо как-то пытаться помочь этому бедненькому растению. Сейчас мы попытаемся вытащить растение из горшка аккуратно. Посмотрим, что у нас происходит с корневой системой. Как мы уже сказали, вполне возможно, здесь гниют корни. Вот такая куча корней. Это мы сразу убираем, оно нам не нужно. Не бойтесь отделять такие корешки. Никакого вреда такое отделение для растения не принесет. Так, смотрим. Конечно, давно она сидит в этом горшочке. Можно сказать, просто сроднилась с ним. Опа. Вытаскиваем. На дне у нас керамзит. Корни вон прям повпивались. Керамзит убираем. Вполне возможно, хозяйка просто когда поливала растение, то слишком много добавляла воды. Возможно, вода оставалась в поддоне, она ее не удаляла. И поэтому растение переувлажнялось. Я так предполагаю, что в середине мы ничего хорошего не увидим. Так. Ну, старается бедненько. Вон выпускает молодые корешки, пытается выжить. Сейчас мы удалим грунт и посмотрим, что же у нас в середине.
Что за состав грунта здесь, конечно, сейчас трудно сказать. Видимо, все это уже перегнило. Здесь и перлит у нас, и что-то, не знаю, похоже на кору, но, если честно, я сомневаюсь, что это такое. Убрали грунт с корней. Смотрим, что у нас. Как мы и предполагали, корни растения гнилые. Вот здесь уже пошла гниль, вот темный участок. Здесь тоже у нас корни плохие. Вот загнивание. Посмотрите, какой ствол. Вот начиная отсюда, и вот здесь он у нас заканчивается. Все-таки мы, наверное, были несправедливы к хозяйке. Она его углубляла. И углубляла не раз это растение. Ну, в последний раз, видимо, у нее уже лопнуло терпение. Сейчас мы отделим пенек. Сергей у нас просил оставить ему пенек. Ну что ж, чем бы дитя не тешилось, любит он у нас эти эксперименты. Я смотрю, как бы это лучше сделать. Здесь у нас вот идет росточек. 2 воздушных корешка. И с этой стороны уже ничего нет. Я предлагаю сделать вот здесь надрез. То есть оставить 2 нижних листика, 2 воздушных корешка и вот этот молодой росточек. Ну, попытаемся это сделать аккуратно. Конечно, процесс не очень. Ну, будем пробовать. Сложно, конечно, все это. Ствол толстый. Вот. Ну все, процесс пошел. Будем надеяться, все пройдет удачно. Так. Сейчас уже не важно, видно вам или нет. Главное, чтобы мне было удобно, чтобы ничего не повредить. Вот как видите, ой, один листик у нас, конечно, сломался. Ну, я думаю, ничего страшного, достаточно будет и одного листа. По крайней мере, воздушные корешки у нас остались. Маленький росточек у нас тоже остался. Так, с этим мы разберемся позже. Давайте посмотрим, что мы можем сделать с верхушкой. Итак, рассматриваем. Здесь сразу хочется отделить вот этот. Так, как бы вам удачнее, это удобнее показать. Вот, посмотрите. Видите, какой хороший, богатый. Вот его, наверное, мы сейчас отделим. Вот вам, наверное, так лучше будет видно. Вот здесь сделаем от ствола. Да, давайте сначала отделим его, далее уже будем смотреть. Так, отделяем. Очень неудобно, конечно, все это делать. Совсем. Так, вот один готов. Обратите внимание, какой он. И воздушные корешки у него есть. Довольно-таки немного их. Убираем. Следующий. Смотрим. Вот этот я бы отделила, наверное. Вот он. Видите, как сразу заметно, что его можно отделить. И он вроде как должен хорошо отделиться. Ну, пробуем. Так. Отделили.
здесь у нас, конечно, не очень удачный вариант получился. Здесь подсохший участок. Ну, в качестве эксперимента, я думаю, подойдет. Следующий. Смотрим, что мы здесь еще можем сделать. Что мы можем еще отделить. Давайте посмотрим, что же. Здесь у нас боковой есть, но отделять его смысла нету, так как на нем только один цветочек. Вот, ни листика, ничего, один цветок. Далее, вот здесь боковая деточка у нас. Но опять же, на ней только цветок и один вот маленький листик, который деформирован и с повреждениями. Мы считаем, что вот этого делать не стоит, отделять. Конечно, здесь есть воздушные корешки, которые со временем начнут расти, и растение может прижиться. Но процесс этот очень долгий, и поэтому мы считаем, что лучше мы посадим все это растение сразу в грунт, углубив его вот до вот этого момента. Нижние листья мы удалим, они в принципе нам уже не нужны. Углубим растение так, чтобы вот эти воздушные корешки ушли в грунт. Со временем они также начнут расти, и при желании хозяйка может отделить, опять же, более взрослые и сформировавшиеся, вот опять же тот же боковой побег, который мы не отделили, один и второй. Поэтому считаем, что здесь мы разобрались. Сейчас мы все посадим. Грунт при этом используем второго состава. И вам все это покажем. Растение пересажено. У нас получился вот такой маленький кустик. Цветочек мы обрежем. Сейчас он растению совершенно ни к чему. Вот такой средненький. Тоже должен не получиться неплохой кустик в дальнейшем. Цветы мы здесь также обрезаем, потому что, как вы помните, растения с воздушными корнями. И сейчас ему надо беречь силы и не тратить их напрасно. И самый большой пышный куст. Так, наверное, поверну, вам будет удобнее смотреть. Мы думаем, что в дальнейшем, конечно, из этого куста получится очень красивое, шикарное растение. Во-первых, как мы говорили, здесь детка есть и не одна. Ну, на данный момент мы, конечно, вот эти старые цветы тоже у него обрежем, потому что, во-первых, и вида они никакого не дают. Ну и опять же, растению нужны силы, и не стоит их тратить на листья. На цветочки, вернее. Вот это вот, наверное, тоже цветок обрежу, потому что, ну, совсем вида никакого. Несерьезно все это. Вот эти оставлю, они еще более молодые. И это убираем. Опять букет. Пополняется наша коллекция. Смотрите, 4 видео и целый букет огромных цветов. Отодвигаем. И гвоздь нашей программы — это пенек, который мы приготовили для Сергея. Посмотрите, корешки нам пришлось обрезать, потому что они все гнилые, толку от них не будет, а при посадке они только могут привести к появлению гнили. На дно вот такого маленького горшочка мы насыпали грунт. Совсем чуть-чуть. Теперь аккуратно помещаем растение в горшочек. Растение. Я все его растением называю, хотя это какое-то растение. Пока это еще только пенек. Засыпаем грунтом. Аккуратненько. Мы сильно грунта много насыпать не будем. Во-первых, чтобы у нас был виден сам пенек, а во-вторых, мы же хотим еще сверху создать ему тепличные условия, то есть затянуть его пленочкой. Вот так вот будет вполне достаточно. Далее
Мы берем обычную пищевую пленку. Такая. В любом магазине ее можно приобрести. И сверху натягиваем на наш горшочек. Можно опять же резиночку взять обычную. Нет, резиночку. Здесь мы сделаем несколько отверстий для вентиляции. Так вот. Не очень удобно. Так, одно и второе. Вот так. Пенек наш посажен. Теперь самое главное, как для этого пенька, как и для вот этих растений, которые мы только что сейчас с вами пересадили, как и для тех растений, которые мы пересаживали в предыдущих роликах, главное создать тепличные условия. То есть это должна быть высокая влажность воздуха, температура в пределах от 25 до 28 градусов и хорошее освещение. Температура, как вы понимаете, должна быть чуть повышенная. Это нужно для того, чтобы обменные процессы в растении пошли гораздо быстрее. Тогда наши растишки быстрее нарастят корневую систему и быстрее пойдут в рост. В моем случае у меня есть тепличка, в которую все эти растения я аккуратненько составлю. Здесь созданы все условия. И хорошее освещение, и высокая влажность воздуха, и повышенная температура. Все, что нужно сейчас нашим растениям. В вашем же случае, если вы поставите растения на подоконник к своим обычным растениям, создать вот такой тепличный эффект, ну, в принципе, нереально. Поэтому вот надо позаботиться все-таки о создании тепличных условий для своих растений. Растения посажены. Первое начало видеоцикла о пересадке старых, ну и в некотором случае запущенных кустов у нас закончены. Мы хотим объявить огромную благодарность Татьяне за те кусты, которые она предоставила для нашего видеоролика. Это прекрасные растения. Мы на них смогли показать нашим подписчикам, как правильно сделать омоложение, какие способы есть омоложения, как это сделать лучше, правильнее и быстрее. Если у вас есть подобные растения, тогда, как говорится в видеоролике, мы придем к вам. Пишите, обращайтесь, всегда будем рады помочь. Благодарим вас за внимание. Всего вам самого доброго. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!